Всем привет. Сегодня у нас расклад «Какой неожиданный поворот тебя ждет?». Сразу говорю, расклад не будет для того, чтобы я вам понравился. Карты показывают плохое, я говорю плохое. Все логично, все понятно. Давайте приступим. Кстати, в секретном чате, в магическом чате и в проживании арканов все уже есть. И это очень хорошо. Кто опоздал, тот давай поспеши. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Две первые карты — сигнификация, остальное читаем парно. Что сейчас в твоей жизни происходит? А сейчас у тебя период, когда все вроде спокойно, стабильно, но это спокойствие, оно больше на паузу похоже, чем на какое-то настоящее удовлетворение от жизни. Ты держишься за вот этот привычный ритм, там, за стабильность, но ты понимаешь, что много энергии в этом ритме ты не чувствуешь. Вроде дом есть, да, дела есть, окружение тоже есть. Все идет своим ходом, но глубоко внутри чувство такое закралось, что ты живешь по каким-то там правилам, причем не тобой придуманным. Не так, как хочется твоему сердцу. И ты часто эмоции свои внутрь загоняешь. Вот в моменты, когда появляется там усталость, обида, вместо того, чтобы прожить это и отпустить, ты выбираешь вот это молчание, сдержанность и прочую вот эту ерунду. В итоге что получается? Снаружи все в порядке, а внутри копятся вот эти недосказанные желания, непрожитые чувства, а оно копится, оно не выходит никуда. И при этом ты стараешься, как говорится, держать лицо свое счастливым. У тебя все собрано, ты устойчивая женщина, смотрите, у меня все нормально. По сути, у тебя, знаешь, баланс привычек и устойчивых форм. Но этот баланс больше про сохранение вот этого статуса-кво, чем про живое счастье. У тебя, знаешь, такое ощущение, как будто душа чего-то ждет. Того, что вот встряхнет, даст новый вкус жизни и так далее и тому подобное. И ты сама это чувствуешь, хоть и не признаешь полностью. Ты слишком боишься выйти за вот эту зону «вот так все должно быть». Так у тебя называется твой аттракцион. Так какой неожиданный поворот тебя ждет? Ну, тут самое интересное начинается. Момент впереди, когда придет человек, который буквально разорвет картину привычного. И это будет связано с эмоциональным твоим толчком. Ты получишь, как сказать, живые чувства. Вот я не знаю, как объяснить это. Вот живые чувства, где придется открыто признать, я хочу большего, чем то, что у меня сейчас есть. И вот эта встряска — это не разрушение, это будет именно шанс. Ты выйдешь за рамку вот этих вялых компромиссов, вот этого вялой жизни, потому что наконец-то перед тобой возможность появится для настоящего удовольствия и для счастья настоящего. Понимаешь? То есть, ну как сказать, вот праздник души. И неожиданность она в том, что это счастье, оно придет в неправильной форме. Оно будет связано, что поначалу, вот как сказать-то, покажется тебе глупостью, каким-то там недоразумением. Будет ощущение легкомысленности, понимаешь? Или даже смешной ситуации. И вот так вот придет этот человек в твою жизнь. Это не обязательно твой будущий муж и прочая ерунда. Нет, просто человек. Понимаешь? Какой совет? А совет тут прямой: будь внимательный, момент не пропусти.
Судьба выведет тебя на эту встречу, где нужно будет проявить, как сказать, решительность, взять контроль, а не просто наблюдать со стороны. Понимаешь? Вот эта новая возможность, как сказать, важно не отмахнуться от нее, а зафиксировать и закрепить этого человека за собой. И это будет время, когда нужно будет действовать, а не сидеть вот в этом режиме «потом посмотрим» или там «у меня времени нет». Вот это твои любименькие, твои слова отмазки. Ты и так слишком долго была в ожидании перемен. Поэтому сейчас важно что? Взять лидерство. Вариант такой: я осторожненько посмотрю со стороны, он знаешь, к чему приведет? Шанс просто уйдет, а ты будешь говорить: дед, мне что-то не резонирует. А может, потому что ты шанс свой упускаешь. Я тебе шансы говорю, а ты что? И еще одно. Твой мозг, он будет искать контроль в этот момент, а сердце свободу будет искать. И здесь знаешь, что нужно? Не гасить твой вот этот внутренний импульс, как ты это обычно делаешь, а встроить его в план своей жизни. Впереди неожиданность, которая перевернет твою вот эту усталую стабильность, эту серую рутину, превратит все в настоящее наслаждение. Но получится это только через твое активное решение сказать «да». Понимаешь? А не вот это «подожду, посмотрю, дайте мне недельку подумать, а потом я годик подумаю, а потом пенсия, а вот на пенсии лет 89 с половиной я, возможно, дам тебе шанс сводить меня в кафе». Но мужчины живут меньше женщин, и когда тебе будет 89, поняла, да? Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Что сейчас в жизни происходит? Сигнификация. Ну, вот у тебя, знаешь, сейчас жизнь начинает подсвечиваться отношениями и темой выбора. Сейчас для тебя в приоритете не деньги, не работа, не быт, а именно вопрос, с кем я иду дальше. И ты вот ловишь себя на том, что хочется тепла настоящего, да, чтобы на ручки взяли, приголубили, возможно, даже в идеальном варианте еще и пирожок дали. Тебе хочется, чтобы вот рядом был человек, с кем радостно, тепло, уютно, и чтобы пирожки регулярные. Внутри тебя есть такой запрос, что любовь должна приносить свет, радость, энергию. И вот это солнечное состояние у тебя есть, либо вот вы еще не встречаетесь, но контакт есть, вот как по-другому сказать. Он рядом, но есть нюанс. Это неспокойный этап твоей жизни. У тебя именно выбор, причем очень, очень внутренний, что ли. То есть, как вот объяснить-то тебе? У тебя сейчас знаешь, какой выбор? Ты или будешь открыта для новой близости, или снова зажмешься и возьмешь паузу. А ты готова к тому, чтобы жизнь засияла, и это чувствуется, но в то же время присутствует твоя вот эта нерешительность. Типа, знаешь, вот, а что, если опять все разрушится, а вдруг я ему не нравлюсь, и вот эти вот твои тараканы в голове начинают бегать, прыгать, танцевать и факелами вот так вот светить, аж у тебя глазки-то светятся. Это тараканы с факелами гуляют. У тебя сейчас жизнь вот в точке такой. Счастье ярко светит, но только от твоего решения зависит, посмотришь ли ты в сторону счастья или отвернешься. А тараканы в твоей голове бегают возле глазиков изнутри. Вот подойди к зеркалу, увидишь, глазки светятся, и это твои тараканы. Да какой поворот тебя ждет?
Знаешь, ситуация идет, которая тебя выдернет из привычного ритма жизни. Ты ожидаешь серую, однообразную осень, слякоть и прочее. А судьба готовит эмоциональный всплеск. И это будет связано с человеком, который проявится не так, как ты предугадаешь. То есть ты можешь быть занята делами или даже там находиться в состоянии «ничего не хочу, у меня апатия, у меня депрессия, отойдите от меня все». И тут придет, как сказать, внимание, придут слова, шаг, который перевернет весь твой настрой. И это все связано с романтикой, конечно же. Кто-то сделает шаг навстречу, причем не в такую шутку, да, а вот с явным интересом и вот этим чувством. И вот то, что ты уже давно хотела услышать, но боялась, что не получишь, к тебе это и придет. И для тебя это будет неожиданно. Это как вот, знаешь, вот живешь на автопилоте, живешь, да, ходишь на свою работу, с работы домой, и вот так вот у тебя каждый день. Это тебя разбудит из вот этого застоя. Ты перестанешь чувствовать себя отодвинутой жизнью на какой-нибудь там дальний план. И это будет не просто там пустая фраза от него, а конкретные действия. Это будет внимание к тебе, проявление чувств, движение к тебе. Понимаешь? Совет какой? Знаешь, какой совет? Не надо лететь с головой в первые эмоции. Эта ситуация, она будет яркой, да, но вместе с ней появятся и подводные камни. Карта намекает на то, что у тебя есть риск слишком быстро довериться и не заметить, что кто-то играет в двойную игру и хочет тебя, как сказать, борща от тебя поесть и ничего взамен не дать. Совет простой. Принимай это внимание, наслаждайся романтикой, но кастрюлю держи закрытой, а глазки свои открытыми. Смотри не на красивые слова, на действия. Понимаешь? И посмотри, как человек проявляется в реальных поступках, в мелочах. Главное, не будь наивен. Как будто счастье само свалилось в руки. Понимаешь? Шансом пользуйся, там вот этим вот радоваться, новые эмоции и все такое, но будь хозяйкой всей вот этой ситуации. Тогда неожиданный поворот станет для тебя не какой-то там иллюзией, а настоящей точкой роста и большим шагом в сторону твоего личного счастья. Главное, кастрюля на ночь закрывай, а то этот паразит, знаешь, там через окошко как залезет и борща навернет. Давайте перейдем к третьему варианту. У троечек вечно все не слава богу. Напомню, первые две карты сигнификация, остальное парное читаем. Что в жизни в твоей происходит? Ну, а у тебя сейчас крапива хочет попу. Я- Давай по-другому скажу, у меня просто набор непонятных слов. Ты хочешь крапивы по попе и не один раз. У тебя этап жизни такой, она тебе шансы дает, 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 но брать их ты решаешь слишком осторожно. Возможности вокруг у тебя. Новое что-то на работе, новое что-то в финансах, в личной сфере. Они реально приносят тебе, могут принести стабильность, рост. Но ты к этому подходишь, как сказать, вот не с холодной головой, а вот как вот сказать, это не мои шансы. Это вот Валькины с соседнего подъезда, Людкины, которая там на работе коллега, но не мои. И ты, как говорится, критикуешь эти шансы. То есть ты не тот человек, кто бросается на эмоциях. Ты все там оцениваешь, взвешиваешь каждую мелочушечку, думаешь наперед, как шахматный гроссмейстер. Это, конечно, твоя сила. Ты умеешь зато резать там лишнее, не вестись на пустые там вот эти слова. Но одновременно это и тормоз.
Шанс вот он рядом, возьми, но ты упускаешь его. Потому что тебе что нужно? Продумать все до идеала. Ты, наверное, дева. И поэтому у тебя вот состояние, как вот шагнуть или оставить все как есть. Ну, вот в этот шанс я имею в виду. Твое окружение или даже вот внутренняя твоя критическая часть, она тебе говорит там: будь аккуратней, не доверяй, все враги, все мошенники. И это правильно. Но проблема в том, что иногда под видом осторожности прячется банальный твой страх. И сейчас ты как раз в таком положении. Есть возможность выйти на новый уровень стабильности, а ты до конца не решаешься. Вот такая вот дела. Какой поворот неожиданный тебя ждет? Знаешь, момент грядет, когда ты сильно, как сказать, вот этот момент, он поменяет сюжет всей твоей жизни. И это не мелочь. Это прям переломный момент. И связано это будет с тем, что какая-то старая история, старый мужичонка, или вот, ну, скорее история, носившая, как сказать, боль тебе наносившая, она потеряет силу над тобой. Ты была раненой. В личном, там, ну, я имею в виду в доверии, вот этой связи. И эта боль, она до сих пор тянется за тобой шлейф. Но судьба поворот готовит тебе новый шанс. Буквально на тех же полях, где никогда, как сказать, где никогда ты не бывала по-настоящему, а бывала, но обманули. Вот ну, ты меня поняла. Вот, то есть, по ощущению, это как вот движение по кругу. Только в этот раз снова поворот, но с абсолютно другим результатом. Колесо здесь, знаешь, про судьбу. А тройка про то, что прошлое не будет задавать тон твоему будущему. То есть неожиданность именно в том, что раньше тебя ломало, теперь тебя поднимет. То, что было слабостью и болью, теперь станет опытом, благодаря которому ты получишь не поражение, а новый виток силы. И ты сама удивишься, насколько все способно развернуться от ощущения «я раненая, бросьте меня тут, я в проигрыше». К вот этому состоянию это не конец, это только начало, и я иду с поднятой головой. Какой совет? А тут ясный совет. Не сопротивляйся переменам и не держи ситуацию в этом жестком контроле. Твой инстинкт сейчас все просчитать, показать силу, не дать жизни взять верх. Но карты же другой говорят. Сейчас тебе нужна вера и внутренняя мягкость. Тебя ведут к большому переходу. И твоя задача не тянуть прошлые зубки свои, не сжимать и не скрипеть ими, а довериться процессу. Сила в твоем случае, она не в том, чтобы все заблокировать, все там замять и так далее, а в том, чтобы принять вот этот судьбоносный сдвиг достойно, но и гибко. Понимаешь? Это не время ломиться и не время прятаться. Это период, когда нужно слушать знаки и быть готовой шагнуть в новое, даже если страшненько. Понимаешь? То, что к тебе идет, это важный дар, но он требует внутренней веры. Извиняюсь. И вот сила и иерофант, они про то, что вот главное испытание будет не во внешних событиях, а внутри тебя. Если ты сумеешь, да, сохранить доверие и мудрость, то из этой перемены ты выйдешь не жесткой и уставшей, да, а еще более уверенной и более устойчивой. И обязательно приходи в проживание арканов. Тебе туда обязательно нужно, даже если ты сомневаешься. Ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. И помни, дед всегда рядом.